Мы сегодня разберем такую ситуацию, когда у пациента есть дискомфорт и боли в поясничном отделе позвоночника, которые, например, усиливаются в позиции сидя, либо при наклоне. Как самостоятельно можно провести для себя диагностику, откуда исходит эта проблема? Если вы пациент и с вами нет специалиста, который может вас протестировать, как это сделать самостоятельно? Предположим, ситуация, вы стоите, наклоняетесь и появляется боль в поясничном отделе позвоночника сразу во время наклона или через какое-то время после наклона. Что скажет пациент? Мне не больно долго так стоять, или я наклонился и не могу обратно оттолкнуться, или я наклонился и мне нужно опереться. Или опереться на что-то, чтобы стоять. Какая частая причина этой проблемы? Это неработающие мышцы по задней поверхности, которые должны вас держать и которые в определенный момент должны вас обратно потянуть. Одна из причин этой гипотонии – это неправильно работающий таз. Как сразу провести диагностику? Вы расставляете ноги на ширину плеч, либо немножко шире, делаете наклон вперед. Если вам становится явно легче, это проблема нестабильных крестово-подвздошных суставов, и таким вот образом вы их немножко достабилизировали. И далее, если опять же вы не можете обратиться к специалисту, тогда вы можете добавить определенные массажные воздействия на эту область, попробовать укрепить большие ягодичные мышцы упражнениями, и высоковероятно, что вам лучше станет. Это такое временное самолечение. Другой вариант. Вы наклонились, вам легче не стало. Что дальше? Одна из причин – это может быть шейный отдел позвоночника. И у нас есть правило Лавет, когда позвонки у нас как братья-близнецы реагируют. То есть, когда есть проблема в шейном отделе позвоночника, реагируют обязательно аналогичные позвонки в поясничном отделе позвоночника. Вы делаете наклон, но предварительно стабилизируете шейный отдел, наклонились и легче. Чудо! Значит, лечение нужно производить в шейном отделе позвоночника. Другой вариант. Не помогло. Что может быть еще? Очень часто боль в поясничном отделе позвоночника могут создавать проблемы натяжения, воспаления внутренних органов, особенно органов малого таза, у мужчин и у женщин. Какая диагностика? Особенно если были операции, особенно если есть какие-то хронические заболевания, вы придавливаете, либо сразу область живота и область органов малого таза, наклоняетесь, и вам становится легче. Вы можете провести диагностику справа, слева, и тогда, возможно, вам нужно обратиться к смежному специалисту. Есть пациенты, которые, например, при воспалении какого-то яичника, боль в пояснице, они долго лечат поясницу безрезультативно. Полечили это воспаление, боль в пояснице уходит самостоятельно. Это та ситуация, когда у человека болит сердце, отдает в руку. Аналогичная ситуация, только вот на этом уровне. Какие могут быть еще проблемы? Это могут быть, в принципе, неработающие мышцы живота или неработающие поясничные мышцы. Вы можете одеть или затянуть пеленочкой или бандаж область живота, сделали наклон и стало легче. Конечно, это неработающие мышцы. Вы можете попробовать слегка помассировать эти мышцы и попробовать поделать упражнения для укрепления этой группы. И высоковероятно, что болевой синдром уменьшится, либо совсем уйдет. Могут быть также еще и боли со стороны, проблемы со стороны нижней конечности, когда, например, как здесь провести диагностику, особенно если у вас были травмы, переломы на уровне нижних конечностей. Вы можете принять позицию сидя, разгрузить ножки и сделать наклон. Если вам стало легче, возможно, это дело в ногах. Но здесь есть погрешность, потому что поменялась очень сильно позиция таза. И тогда в этой ситуации, если вам стало легче, вы можете в позиции стоя разгрузить сначала правую ногу и сделать наклон. Потом разгрузить левую ногу, подождать секунд 5 и сделали наклон. Если вам в этой позиции стало легче, это не 100%, но высоковероятно, что есть проблема в каком-то из суставов на нижней конечности, которая, возможно, не проявляет себя, а дает проявление в области поясницы, как болевой синдром.
Ну, либо локальные проблемы именно растяжения связок поясничного отдела, тогда как нужно? Вы просто пытаетесь вот вдоль позвоночника стянуть это и наклониться, ну, либо просто слегка придавить и наклониться. Если вам стало легче, тогда это локальные связки в области поясничного отдела позвоночника, и они также требуют лечения. Если у вас есть проблемы с каким-то суставом, с отделом позвоночника, конечно, это требует тестирования ассоциированных мышц, обязательного правильного включения этих мышц, и тогда ваши упражнения будут более полноценно вам помогать, и болевой синдром у вас уйдет.